Ни для кого не секрет, что трекинговая обувь может служить от 5 до 10 лет. Но при неправильном уходе можно убить ее в первый же год. Для того, чтобы этого не случилось, досмотрите этот ролик до конца. Всем привет, с вами Гусев Максим. А в этом ролике мы поговорим про трекинговые ботинки. Как ухаживать, как хранить, как сушить, какими средствами пользоваться и много-много всего. Погнали! Итак, запомним 4 основные правила по уходу за обувью. Чистка от грязи и пыли после каждой вылазки, стирка стелек и шнурков, пропитка водоотталкивающим средством, также сушка и хранение только при комнатной температуре. Чистка обуви обязательно после каждой вылазки. Почему это так важно? Грязь, пыль, мелкие частицы, камушки проникают в поры вашего верхнего слоя ботинка. И подобно наждачной бумаге начинается истирание, износ ботинка. Также грязь при высыхании забирает влагу из кожи и верхних материалов ботинка. И поэтому она быстрее иссыхается, появляются первые микротрещины. Нам этого не нужно. Поэтому чистим ботинки после каждой вылазки, максимум на следующий день. Сейчас внимание! Если вы не хотите сразу же убить свои ботинки, при чистке не пользуемся мылом, порошками, всякими мыльными растворами, так как они забивают поры вашей мембраны, и она просто перестанет работать. Исключением может быть специальные гели для стирки мембранной одежды, но ни в коем случае не стираем их в стиральной машинке, это просто их уничтожит. Первым делом шнурки и стельки отправляем в стирку. Если у вас какие-то необычные стельки, ортопедические или имеют иные свойства, то читаем руководство по уходу за этими стельками. Для очистки обуви используем только теплую воду и щетку. Поверьте, этого предостаточно, чтобы очистить от грязи, пыли и мелких камней с подошвы. Если обувь совсем запущена и на ней появилась плесень, очистить ее можно той же щеткой и раствором воды и уксуса. Воды 75%, уксуса 25%. Если обувь внутри начала плохо пахнуть, здесь нам поможет раствор хлоргексидина. В аптеке он стоит какие-то копейки. Но тут важно не переборщить, не нужно стирать с этим средством, вливать его в ботинок и так далее. Лишь нанести на ватный диск немного раствора и протереть внутреннюю часть ботинка сразу после носки. Под стелькой тоже протираем. И со временем запах пропадет. Сушка обуви дома. Обязательно вынимаем стельки. Так обувь просохнет полностью, не останется лишней влаги. И не сушим ботинки рядом с источниками тепла, будь то батарея, обогреватель, фен и прочее. Так вы не испортите клеевой слой и материал вашей обуви. Можно воспользоваться специальными сушками для обуви, но если такой нету, сушим только при комнатной температуре. Если обувь мокрая насквозь, набиваем каждый ботинок газетой. Газета очень хорошо впитывает влагу, и меняя ее каждый час, вы значительно ускорите процесс высыхания ботинок. Есть несколько проверенных методов по сушке обуви в походе. Первый, как ни банально это звучит, частая смена носков. Ваша нога – это естественная грелка внутри вашего ботинка. Носок впитывает влагу и конденсат, а частая его смена помогает очень быстро высушить обувь. Так, например, я на дневке за один день высушил насквозь мокрые ботинки, к вечеру они были уже совсем сухие. Второй способ менее противный, и носить мокрую обувь нам не нужно. Нам потребуется 2-3 пакета на каждый ботинок, пара носков. Смотрите, пакет вставляем друг к другу, там 2-3 штуки, надеваем на носок, носок вставляем в ботинок, расправляем наши пакеты и внутрь заливаем теплой воды. Пакеты, да? Понятно, в пакет, не в ботинок заливаем. Ну, как бы в ботинок, но в пакет, да? Понятно. Вода не должна быть очень горячей, так, чтобы возможно было держать в ней палец. А теперь только частая смена воды и носков. Вместо носков можно использовать любой материал, впитывающий влагу, будь то ХБ, тряпка, туалетная бумага, газета, неважно. Смысл такой же, как и в первом способе. Грелка внутри ботинка и материал, впитывающий влагу. Все. Как правило, новая обувь уже пропитана водоотталкивающим средством, и наносить дополнительно ничего не нужно. Но если обувь не новая, пережила уже несколько походов,
капельки на ботинке уже не собираются и не скатываются, то пора пропитывать водоотталкивающим средством. Предварительно очистив и высушив ботинки, следует нанести водоотталкивающий слой, пользуясь руководством данного средства. Внимание, внимательно изучаем, потому что иногда водоотталкивающий слой наносится на влажный ботинок. Какого производителя, какую пропитку выбрать? Ребят, сейчас пропиток великое множество. Бывает крема, баночки, воски, аэрозоли, спреи. В общем, это все не важно. Самое главное, чтобы в составе не было синтетических волокон, именно синтетики. Потому что синтетика забьет и убьет мембрану вашего ботинка. Важно, чтобы там была надпись «Подходит для мембранной одежды и обуви». Еще лучше, чтобы была надпись «Гортекс», тогда с гарантией подходит для вашей мембранной обуви. Это вот такая вот баночка с воском. Также здесь написано, что подходит для изделий Гортекс, то есть для мембранных тканей. Вот, но что заметил? То, что при нанесении щеткой на ботинок его хватает максимум на пару дней. Потом он стирается, смывается и ботинок начинает мокнуть. Чтобы этого не происходило, небольшой лайфхак такой. После нанесения на ботинок слегка обдадим феном, чтобы воск подтаял. В таком случае воск равномерно распределяется по всему ботинку, проникает во все микротрещинки и держится 2-3 похода, проверено. Друзья, ухаживайте за своей обувью правильно, а также не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк под этим видео. И помните, что походы это просто. С вами был Максим, до новых встреч!